Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю домашнюю кровяную колбасу с гречкой по нашему старинному семейному рецепту. Такую колбасу готовила на праздники еще моя бабушка. Сытное, ароматное, очень домашнее блюдо. Только натуральные ингредиенты. Такая колбаса получается самой нежной, мягкой, сочной. Она идеально подходит для жарки или запекания. Настоящий вкус деревенской кухни и уже слегка подзабытых традиций. Кстати, на праздник Пасхи всегда готовили не только сладкую выпечку, но и сытные домашние блюда. Кровяная колбаса с гречкой – один из таких рецептов. Ее подавали после поста, жарили или запекали и ставили на стол рядом с куличами и яйцами. Настоящий вкус традиционной кухни. Для рецепта мне понадобится лук для колбасы я буду обжаривать на сале. Очень часто лук добавляют просто сырым в колбасу, но мне нравится именно вот такой вариант с жареным луком. Попробуйте, я думаю, вам тоже понравится. Лук я режу довольно мелко. Поставила сковородку на плиту, но я ее еще не включила. Отправляю на сковородку сало. Сало я порезала вот такими небольшими кубиками. И теперь включаю сковородку, делаю такой средний огонь. Мне надо, чтобы из сала вытопился жир. Друзья, этот рецепт колбасы в моей семье уже очень-очень давно. Я готовила такую колбасу еще с моей бабушкой. И поэтому я рассказываю именно свой вариант, так как любят у меня в семье. Видите, когда сало положили на холодную сковородку и она постепенно прогревается, сразу начинает лучше вытапливаться жир. Когда сало вот так уже достаточно хорошо вытопилось, я не хочу, чтобы оно превратилось в сухие шкварки, так как эти кусочки сала я буду добавлять также в колбасу. Отправляю на сковородку лук, обжариваю его до золотистого цвета. Лук стал вот таким золотистым, сковородку снимаю с плиты и оставлю все немного остыть. Конечно, самый трудоемкий процесс – это хорошо почистить кишки. Я их уже очень хорошо почистила, несколько раз замачивала в соде с солью и с лимонным соком. Хорошо все счищала и хорошо промывала. Обязательно это надо хорошо сделать. Сейчас я последний раз поменяю воду, сполосну кишки, и их уже можно будет начинять фаршем. У меня уже все готово для начинки. И посмотрите, хотела вам показать, как во Вьетнаме продают кровь. Вот видите, в таких обычных пакетиках их вот так вот заворачивают, чтобы был внутри воздух. Завязывают резинками. Кстати, очень трудно во Вьетнаме купить вот такую кровь жидкую. Чаще всего продается кровь на рынке, уже такая приваренная в таких квадратных брикетах. Выливаю кровь в миску. Пакеты у меня стояли во льду, пока я ехала с рынка. Все, чтобы довести и было свежим. Честно вам скажу, во Вьетнаме кровь купить довольно сложно, потому что очень много используется в разных блюдах. И кафе, конечно, сразу скупают всю кровь на рынках. Добавляю в миску фарш. У меня здесь фарш из свиной шеи. Я его сама прокрутила на мясорубке. Добавляю отваренную гречку. Гречки я варила 150 граммов и брала пропорции воды 1 к 2. 150 граммов гречки и 300 миллилитров воды. Добавляю сало с луком. Оно уже теплое, не горячее. Слегка все перемешиваю. И сейчас буду смотреть по консистенции, сколько надо добавить молока. Масса не должна быть слишком густой. Я волью 200 миллилитров молока. Думаю, этого будет как раз достаточно. Сразу добавляю соль и специи, перец. Соль, конечно, добавляйте по вкусу. И все остальные специи также. Я, например, с солью сильно не усердствую, так как у меня довольно было соленое сало. И также я добавляю 2 ложки сушеного чеснока и 2 ложки сушеного лука. Больше никаких специй я использовать не буду. Я перемешаю, и останется сюда добавить только чеснок. Чеснок я добавляю свежий. Я использую много чеснока. Тогда колбаса получается очень ароматная. Выдавливаю его через пресс. Теперь осталось хорошо все перемешать. Я это сделаю даже прямо руками. Так все лучше вымешается. И как раз руками я почувствую, какая получилась у меня консистенция моего фарша. Надо ли сюда добавить еще немного молока или не надо?
Консистенция фарша довольно хорошая, но я думаю, что еще немного молока не помешает. Добавляю еще 100 мл. Если хотите попробовать, какая начинка получается на вкус, можно отобрать немного и отправить в микроволновку. Конечно, не пробуйте сырой фарш. Итак, я взяла кишку, завязываю один край и теперь наполняю ее фаршем. Все очень просто. Делать я это буду при помощи вот такой 5-литровой бутылки обрезанной. Конечно, очень удобно, если кто-то помогает. Но если сами, то тоже можно справиться спокойно. Кстати, чем дольше фарш стоит, тем он становится гуще, так как гречка, конечно, начинает набухать больше. Кишку наполняем так, чтобы она была мягкая. Ни в коем случае она не должна быть слишком плотно набита. Иначе она лопнет во время выпечки. Связываю хвостик со второй стороны. Причем я немного даже отступаю, чтобы фарш мог свободно распределиться внутри. И потом я уже проколю вот эту колбаску иголкой, чтобы выпустить лишний воздух. Подготовила противень, выстелила его сначала фольгой, сверху пергамент. И выкладываю сюда колбасу. Я всегда делаю так достаточно много колбасы, потому что ее можно спокойно заморозить. И потом, когда надо, достали, и у вас всегда есть прекрасная закуска. Как видите, колбаса у меня наполнена не слишком плотно. Сейчас я беру зубочистку и делаю вот такие проколы частые. Для того, чтобы вышел воздух и колбаса во время выпечки не лопнула. Можно делать проколы иголкой, как кому удобно. У меня просто такие острые зубочистки вполне подходят для этого дела. И теперь я все отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-55 минут. Ничего сверху не накрываю. Кстати, очень часто вот такую кровяную колбасу отваривают в воде. Я этого не делаю. Я готовлю ее в духовке. Мне так больше нравится. Она получается такая поджаристая, очень вкусная, ароматная. Колбаска полностью готова. Вытекает абсолютно прозрачный сок. Хорошо поджарилась. Запекалась она у меня ровно 55 минут. Если честно, просто невозможно удержаться. Так и хочется попробовать кусочек. И я вот сейчас просто вот так вот отрежу здесь с краю. Посмотрите, какая красота получилась. Вообще великолепно. Эта колбаса получается самая нежная, сочная и ароматная. Какая она вкусная. Друзья, это настоящий вкус детства. Я до сих пор вспоминаю, как я приходила к моей бабушке, и мы вместе готовили эту колбасу. В общем, это, конечно, очень вкусно. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!